посвящается светлой памяти Леонардо Немоя, кто в наших сердцах будет жить долго и процветать. И от лица народа Калсиса я заключаю официальное соглашение. Эритри не будет молчать! Нам не нужна здесь ваша федерация! Энтерпрайз, немедленно поднимайте нас, быстрее! Нет, пожалуйста, не надо! Докладывайте. Мы угодили в западню, команда. У него тяжелое сотрясение мозга, большая опухоль миндалевидного тела, более неудачное место трудно придумать. Почему это? Оно отвечает за формирование эмоций и память. И в данном случае кровоизлияние смертельно. Если я не ошибаюсь, доктор, при таких травмах мозга обычные методы лечения оказываются совершенно неэффективными. Это же мозг капитана Спок. Он умирает, это все, что вы можете сказать? Вовсе нет. Я собирался предложить алказим. Ты же не всерьез. Он даже не прошел испытания. Мы не знаем ни дозировки, ни побочных эффектов. Черт, мы даже не знаем, сработает ли этот проклятый метод здесь. Недавние медицинские исследования Звездного флота показали, что алказим перспективен. Иначе неврологические травмы привели к смертельному исходу 41,2% пациентов, а для 20% он лишь ухудшил состояние. Забудь. Алказин. Капитан, вы понимаете? Доктор, активность мозга возрастает. Джейм, это экспериментальный препарат, нет никаких... Давайте! Сейчас! Показания стабилизируются. Неврологическая деятельность возвращается к норме. Что случилось? Вы поручили врачу ввести вам экспериментальный препарат, чтобы перезапустить вашу центральную нервную систему. Правда? Ну, похоже, что так. Но это было верным шагом, Джем. Жизненные показатели стабильны, эта доза спасла твою жизнь, теперь ты, наверное, заменишь меня на посту, да? Капитан, я рад, что вы поправились, но на поверхности планеты нас ждет неотложное дело. Да, да, конечно. Полегче, Джим. Не рвись пока что вперед. Не хочется, чтобы через час ты снова оказался здесь. Я в порядке, Боунс. Спасибо. Может ли хоть что-нибудь остановить его? Ничего из того, что я видел. Мостик. Спок? Холберг 917Г. Мистер Флинт. Девушка-андроид. Рейна. Вы помните ее? Я помню все. Все. Не мой звездный час. Вы были в смятении тогда, капитан. Я поступил так, потому что чувствовал, что так уберегу вас от боли. Но, по всей видимости, мне не стоило вмешиваться в это. И все же она была лишь машиной. Она была человеком. Чем бы она ни была изначально, она была человеком, когда я довел ее. Лейтенант, свяжите меня с Калсисом. Связь установлена, сэр? Капитан Кирк! Слава богам! Ну, мой бортовой врач порой не зря получает зарплату министра. Я так счастлив слышать это. И даже просто не в силах выразить свое сожаление об этом нападении. На соседней планете недовольны нашим желанием вступить в Федерацию, и они ни перед чем не остановятся, чтобы предотвратить это. Что ж, министр, их попытка сорвать наш союз не удалась.
Я молюсь, чтобы вы были правы. Эритреяне обещали незамедлительный и полномасштабный ответ. И планетарная оборонная сеть, подаренная вашей Федерацией, обеспечит Калсису необходимую защиту. Так приступим же, капитан. Мы готовы включить консоль. С вашего разрешения и, конечно, с вашим кодом. Капитан? Пароль, капитан. Капитан? Космос. Последний рубеж. Это путешествие корабля Enterprise. Он продолжает миссию исследования неизвестных новых миров, поиска новой жизни и новых цивилизаций. Поход туда, куда не ступала нога человека. Звездный путь продолжается. Основан на сериале Джина Роденбери «Звездный путь». В главных ролях Вик Миньона, Тодд Хабберкон в роли мистера Спока, Чак Хубер в роли доктора Маккоя и Крис Духан в роли мистера Скотта. Белый ирис. Сценарий Джеймса Кервина, Криса Уайта и Вика Миньона. Капитан. Министр, не могли бы мы прерваться для небольшой диагностической процедуры? Ну, конечно, да, если вам угодно. Прервите связь. Я не могу вспомнить пароль. Я предлагаю вызвать командование Звездного флота. Мы можем получить этот пароль непосредственно от них. Главком уполномочил меня заблокировать консоль моим личным паролем. И включить ее только если я решу, что колсидиане готовы присоединиться к Федерации. Так значит, пароль известен только вам. Джим. Возможно, лечение доктора Маккоя дало ряд неожиданных побочных эффектов. Да, наверное, так и есть. Мистер Спок, мостик ваш. Лейтенант Палмер, пожалуйста, сообщите командованию Звездного флота, что консоль колсидианской оборонной сети может быть неисправна. Узнайте, сколько займет доставка новой. Немедленно, сэр. Мистер Скотт. Я полагаю, устройство было доставлено в инженерную. Да, но если капитан использовал свой личный пароль... Мистер Чехов, вы ведь разбираетесь в криптографии? Да, сэр, в Академии я как-то расшифровал зиндийский. Пожалуйста, помогите мистеру Скотту с разблокировкой и перезапуском консоли планетарной обороны. Сэр. Спок к лазарету.
Лазарет. Джим. Сэр? Командор, фиксируем всплеск энергии на поверхности Эритрии. Это межпланетная баллистическая ракета. Подтверждаю. Я засек высокомощную атомную боеголовку, покинувшую атмосферу планеты. Мистер Спок, нас вызывает министр, я полагаю. На экран. Началось. Наши соседи использовали оружие, которое поразит Калсис через 2 часа. Где капитан Кирк? Это первый офицер Спок. Мы наблюдаем за происходящим на Эритрии, министр. Я в курсе. Федерация обещала нам планетарную оборонную сеть. Где ваш капитан? Капитан Кирк лечится от травм, полученных при нападении. Пожалуйста, ожидайте дальнейших инструкций. Конец связи. Курс на перехват, сэр? Сохраняйте орбиту, но наблюдайте за происходящим. Мистер Сул, мостик ваш. Это сотрясение, Боунс, или лекарство? Да дашь ты мне хоть минуту. Наверняка. Я помню нападение, помню, как был здесь, в лазарете, но я совершенно не помню пароль. А больше ни о чем не хочешь рассказать? Спок тебе рассказал. Разумеется, рассказал, Джем. Он беспокоится о тебе. Я не псих, Боунс. Конечно, за это и любим тебя. Этого не может быть. Что такое? Это невозможно. Что? Часть твоей сердечной ткани не функционирует. Журнал главного медицинского офицера. Звездная дата 6182 и 3. Похоже, я достиг своего предела. У капитана прогрессирует сердечная недостаточность, и, должен признаться, у меня нет этому медицинского объяснения. Какой результат, мистер Скотт? Нет никакого результата, мистер Спок. Мы не можем запустить эту тварь без капитанского пароля. Я сделал все, что мог. Мичман, вы пробовали разблокировать устройство полным перебором всех возможных паролей? Сэр, доутронные консоли спроектированы отключаться при попытках многократного доступа. Протокол Звездного флота. Я могу продолжить попытки обойти шифрование, но это займет несколько дней. Пожалуйста, продолжайте. Мистер Спок, как там капитан? Он ведь поправится? Это сейчас не ясно. Мы что-нибудь можем сделать? Вы делаете это прямо сейчас, мистер Скотт. Наша цель — включить эту консоль и защитить родину калсидианцев. Есть. Я продолжаю искать причину сердечной недостаточности. Миокард не подвергся некрозу. Он даже не поврежден. Но часть мышечных волокон просто атрофировалась. Ты ведь не видел ее, так ведь, Боунс? Мы служили вместе на Фарагуте. Мы были очень близки. Это было 7 лет назад. На Тихо-4 200 членов экипажа погибли. И она была одной из них. Ты винишь себя. Я знал, что ты был другом капитана Горовика, но я ничего не знал о Накие. Я никогда не говорил о ней. Я думал, что смогу ее забыть. Как будто я мог забыть. Джем, не уверен, что твоя проблема медицинская.
Что бы ни заставило тебя внезапно вспомнить то, что стер Спок, она затронула нечто более глубокое. Я свяжусь с Маккен и попрошу ее принести психотрикодер. Мне не нужен мозгоправ, Боунс. Ты сам не знаешь, что тебе нужно. Ну, похоже, как и вы, доктор. Прости, Боунс. Это было лишним. Но честно. Ты прав, Джим. Я не знаю, чем это вызвано. Но будь я проклят, если ты убедишь меня, что с твоей упрямой головой все в порядке. Мистер Спок, доктор Маккой позволил мне вернуться к службе. Правда? Добрый доктор предложил навестить корабельного советника, от чего пациент с уважением отказался. Капитан, в данном случае я согласен с доктором. Учитывая обстоятельства, психиатрическое обследование целесообразно. Сговорились, да? Принято к сведению, джентльмены. Капитан, вас не беспокоит причина вашего состояния? Мое состояние – результат действия алказина. А что, Спок, у вас есть другая теория, потому что я хотел бы услышать ее? Может быть, не прямо теория, но... Вы ходите за мной по пятам, сэр? Мы видим все в одном свете. Мы говорим на одном языке. Все в порядке, капитан, все в порядке, Спок. В порядке. Входящее сообщение от командования Звездного флота. Новая консоль может быть доставлена через 4 дня. Сообщите капитану. А также командору Споку. Сэр, эритрианская боеголовка увеличила скорость. Время до столкновения. Текущей скоростью и траекторией 59 минут. Приготовьте фазеры. У нас проблемы с наведением орудий. Увеличьте мощность направляющего луча. Уже пробовала, сэр, не помогает. Сенсорный контакт с боеголовкой утерян. Уничтожена? Нет, сэр, она просто испарилась. Личный журнал первого офицера. Enterprise потерял из виду приближающуюся ракету, несмотря на все попытки ее обнаружить. И хотя пока состояние капитана Кирка стабилизировалось после недавнего сердечного приступа, его причина остается загадкой. Мистер, хотел бы я вам сказать, что соседние планеты обычно редко враждуют друг с другом, но, к сожалению, в реальности это слишком часто случается. Много поколений назад мы выбрали простой духовный образ жизни, в единении с тайнами природы. Эритриане же исповедуют более материалистическую философию. Вместо того, чтобы радоваться нашим различиям, они выказывают лишь враждебность и презрение к нашему образу жизни. Но у Федерации и есть огромное разнообразие. Мы приветствуем ваши ценности и принимаем вас в наше разнообразие. Эта оборонная сеть защитит вашу планету от агрессии эритриан. Примите нашу благодарность, капитан. И от лица народа Калсиса я заключаю официальное соглашение. Эритри не будет молчать! Нам не нужна здесь ваша федерация! Enterprise, немедленно поднимайте нас, быстрее! Нет, пожалуйста, не надо! Была ли черепно-мозговая травма капитана достаточной причиной для галлюцинаций и кардиомиопатии? Травма устранена, возможно, алказин. Ну, я не разбираюсь в физиологических проблемах. И не могу помочь с психологическими, пока капитан мне не позволит. А сейчас он явно не хочет, чтобы... Доктор Маккена? Пожалуйста, я бы хотел переговорить с моими старшими офицерами. Спок и я подумали, что корабельный советник был бы полезен, Джим. Спасибо, доктор. Командор, ваши мысли приняты к сведению. Вы свободны. Докладывайте. Эритрианская боеголовка поразит Калсис менее чем через час. По неизвестным причинам мы не можем навести на нее орудие. Если планетарная оборонная сеть... Как обстоят дела с консолью у Скотти и Чехова? Усилия мистера Скотта по расшифровке пароля не увенчались успехом.
Возможно, доктор Маккой сможет синтезировать сыворотку правды. Я верю в тебя, муж мой. Когда ракета достигнет планеты? Как я уже говорил, капитан, менее чем через час. Кирок. Миромани, я рожу тебе много сильных сыновей. Джим, пора уже тебе что-то предпринять, или это сделаем мы. Что, угрожаете, доктор? Как главный врач этого корабля я обязан обеспечивать... Мы теряем время. Возвращайтесь на свои посты. Я буду на мостике. Стой! Подожди! Что бы там ни было, дай мне помочь. Капитан, вы в порядке? Я просто иду на мостик. Но он в той стороне, сэр. Да, конечно. Нет никаких данных о том, что алказин может вызывать видение, доктор. Так вы считаете, что капитан видит призраков? Я считаю, что капитан верит в то, что он видит призраков, вне зависимости от того, готов ли он это признать. Но вы же не думаете, что они настоящие, да? Да вы шутите. Вовсе нет. В вулканской истории нередко упоминается Катра, душа. Я-то думал, что вулканцы люди науки. Быть людьми науки значит признавать, что порой наука указывает на нечто большее. Вулканцы также духовные люди. Это не так противоречиво, как многие предполагают. Капитан, министр Амфидимас, мистер Сулу, наводитесь на эту ракету. Сэр, это невозможно. Тогда прикиньте положение по известной траектории и стреляйте вслепую, если придется. Есть, сэр. Разворачиваемся. Компенсируем отклонение. Отклонение? Каждый раз при смене курса возникает сопротивление с коэффициентом 2,5. Ничего особенного. Сопротивление? Сэр, из боеголовки может истекать плазма двигателя. Она засоряет наш импульсный коллектор. Это может оказаться причиной помех на сенсорах наведения. Спок. Пучок заряженных частиц из дефлектора может поджечь плазму. У нас будет время только на один выстрел. Придется действовать быстро, окно будет не больше 10 секунд. Давайте. Цель захвачена. Фарагут — счастливый корабль. Там я встретила тебя. Цель захвачена, капитан. Мы не можем сохранить наведение орудий. Капитан? Мне нечего бояться. Ты же здесь, капитан. Огонь из фазеров. Боеголовка уничтожена. Джеймс, дай мне помочь. Кирок. Помнишь, как мы встретились? Ты хотел что-то сказать. Джеймс, дай мне помочь. Что не так, Джеймс? Я ношу твое дитя. Дай мне помочь. Я ношу твое дитя. Я сделал все, что мог. Тут уже ничего не поделать. Что вам от меня надо? Командор Спок, я не годен к несению службы. Поэтому я отстраняю себя от командования.
Корабль ваш. Еще доза алказина. Еще доза бренди. Выпей. Думаешь, надо отвлекать меня для сканирования? Я не знаю, что и думать, Джем. Я никогда не видел тебя в таком состоянии. Твое сердце работает с 15% эффективностью. Только часть его еще здоровой берет на себя всю работу. Неизбежен новый приступ, и на этот раз ты можешь не пережить его. Мы же о твоей жизни тут говорим. Заканчивай с этим, Джим. Ты же тут не один, правда? Правда. Долг превыше всего. Всегда долг превыше всего. У этого есть цена. Думаешь, я любил тех женщин, Боунс? Я думаю, ты любил многих женщин, Джим. Прости. Ответ – да. На другом корабле. На другой планете. В другом времени. Где бы мы ни встречались, я терял их. Но я так и не смог их забыть. Джем. И я не знал. Ты всегда скрывал в себе? Молчал? У командира нет права на такие слабости. О чем ты хотел меня спросить? Почему вы здесь? Что вам нужно от капитана? Джим, я видел их. Вы говорили с ними, Спок? Что они сказали? Должен быть выход. Необходим покой. Им нужен ответ, капитан. Выход, который, по-видимому, только вы можете им дать. Как? Их больше нет. Идите на мостик. Скажите Скотти, чтобы он отправил консоль на планету. Я скоро буду. Я должен отправить тебя в лазарет. Куда это тебе сейчас так срочно надо? Кто там?
подумал, что мы могли бы немного поговорить. Я рада, что вы зашли. Пожалуйста, садитесь. Я даже не понимаю, зачем я сюда пришел. Спок, Маккой, у них есть свои ответы, но этого недостаточно. Что ж, я несомненно помогу всем, чем смогу. Вы знаете, что я отстранил себя от командования сегодня? Никогда не думал, что этот день придет. Я читала ваше личное дело. Просто на случай, если вы захотите поговорить. Очень основательно. Мне часто говорили такое. Вы теряли людей, что были вам очень дороги. Ведь ваши обязанности требуют от вас идти на определенные жертвы. Жертвы? Доктор, они умерли из-за меня. Я подвел их. Спок говорит, что им нужен выход. Они хотят ответ. А я не знаю, как дать им его. Капитан, при всем уважении к мистеру Споку, он не прав. Люди хоронят в себе чувство горя и потерь. Мы забываем о них. Но если мы не примиримся с ними, они могут парализовать нас. Я думаю, вы страдаете от огромного чувства вины. У вас так и не было возможности объяснить им, почему вы должны были поступить именно так. Разве вы не видите? Это не им нужен выход, а вам. Но уже слишком поздно. Никогда не поздно примириться с теми, кого мы любим. Но как? И где? Позовите их сами. Возможно, туда, где вы с ними расстались. Компьютер? Готовность. Запустить симуляцию. Пожалуйста, определите параметры симуляции. Земля. 1930. Улица Нью-Йорка. Вечер. Работаю. Программа готова. Запуск симуляции. Джеймс. Вы хотели броситься ко мне, а потом и доктор Маккой, но вы удержали его. Вы остановили его. Я отверг свои чувства, чтобы позволить истории развиваться как должно. Я бы с удовольствием показал вам те звезды. Вы во многом опередили свое время. Мы говорили на одном языке, на том же самом. Но мой долг, твоя судьба, я понимаю, Джеймс. Я знаю, почему. Не переживай. Командор Спок, я фиксирую еще 23 снаряда, приближающиеся на полном импульсе. Сканирую.
Это 3 кобальтовые боеголовки, сэр. Зацепить их тяговым лучом. Управление вооружением. Готовим фазерный пакет, заряжаем торпедные установки. Отставить этот приказ. Использование энергетического оружия для подрыва 3 кобальтовых устройств приведет к катастрофическим подпространственным разрывам по всей системе. Тяговым лучом мы можем захватить 2, максимум 3. Лейтенант Ухура, свяжитесь с Калсидианским советом. Загрузка программы «Лазарет». Корабль класса Конституция, USS Фарагут, NCC 1647. Запуск симуляции. Даже не думай, что сможешь отвертеться от свидания сегодня вечером. Ни за что. Накия, то, что случилось с командой и тобой, ты не виноват, Джим. Ты же и сам знаешь это. Я знала о риске, когда вступала в Звездный флот. И если бы я не вступила, я бы никогда не встретила тебя. Хотел бы, надеюсь, ты сможешь меня простить. Нет. Здесь нечего прощать. Не вини себя, Джим. Не надо. Скот мостику, мы отправили консоль обратно на планету, уж не знаю, что это даст. Принято, ожидайте дальнейших указаний. Тревога по периметру, сэр, приближаются боеголовки. Время до столкновения 8 минут 44 секунды. Мистер Спок, министр Амфидимас на канале Б. Наш инженер отправил им консоль оборонной сети. Пожалуйста, убедитесь, что... И что нам с ней делать? Швырнуть ее в ракеты? Без пароля она абсолютно бесполезна. Федерация дала нам обещание. И мы делаем все возможное, чтобы сдержать его, министр. Кирак. Мне снилось, что ты ушел. Я почти хотел, чтобы они не возвращались за мной. Я никогда не был так счастлив. Зачем? Зачем ты так рисковала собой? Мое место рядом с тобой. Всегда. Вы были даром, за который мне не отплатите за 1000 жизней. Вы обе. Муж мой. За дар не платят. Великий Дух велит нам прощать других и самих себя. Не мучай себя, муж мой. Каждый поцелуй, как первый.
Спок капитану Кирку. Спок капитану Кирку. Кирк на связи. Приближается 23 трикобальтовые ракеты. Они ударят по Калсусу через 6 минут. Я все еще не могу вспомнить пароль. Капитан, я рекомендую отвести Энтерпрайз на безопасное расстояние, чтобы не попасть под термокинетическую ударную волну. Нет. Поставьте Энтерпрайз на пути боеголовок. Перенаправьте всю доступную энергию на щиты левого борта, капитан. Хотя есть вероятность, что мы переживем взрывы, разброс ракет делает невозможным остановить их все. Это все, что мы можем сделать, Спок. Я иду к вам. Лечь на курс перехвата. Полную мощность на дефлекторы слева по борту. Есть, сэр. Курс 604, отметка 47. Полная тяга. Всему экипажу приготовиться к столкновению. Это не учение. Я сделала это тебе. Как тебя зовут? Ты так и не дал мне имени. Достойно чего-то большего. Шанса жить, вырасти. Но ты всегда будешь со мной. Обещаю. Я пронесу тебя через каждый день моей жизни. Ирисы. Журнал Капитана, звездная дата 6182-9. Мы сумели включить планетарный щит, обезвредив приближающиеся ракеты. Мистер Спок, я освобождаю вас от командования. Передаю командование. Капитан на мостике. Лейтенант, установите связь с Калсусом. Связь установлена, сэр. Капитан, примите нашу искреннюю благодарность. Когда эритреанцы увидели работу вашей планетарной оборонной сети, они заговорили об официальных мирных переговорах. Это отличные новости, министр. Добро пожаловать в Объединенную Федерацию Планет. Капитан, я бы хотела поблагодарить вас за утверждение моей просьбы о личном кабинете. Ну, если когда-то у меня и были возражения против необходимости корабельных советников, то теперь их нет. Спасибо вам, сэр. Ирисы. Что, черт возьми, за ирисы? Не угадайте за 100 лет. Что позволяет читать его хорошим паролем, так как задача пароля не быть легко угадываемым. Да-да-да, только откуда он взял эти ирисы? Поскольку меня это тоже заинтересовало, я проверил библиотеку и обнаружил земную картину 19 века за авторством Винсента Ван Гога. Она называется «Ирисы». Интересно, почему он нарисовал только один ирис белым?
Говорят, потому что он был одинок. Ну как, Джем, тикает? Хорошо тикает. Знаешь, говорят, что теряя любимых, теряешь и часть сердца. Кажется, это так. Ну уж для тебя-то точно. Но последняя часть твоего сердца, та, что не сдалась, думаю, она принадлежит другой леди.